Какие жаркие битвы! 2 раунда прошло, теперь Сяо Янь выступит против главы Зала Душ. Финальная битва на падшей вершине была невероятно захватывающей, с мощным появлением Сяо Яня и Сяо Ченя, а также предка Башни Пилюль. Однако, судя по официальному анонсу, Сяо Янь и его спутники только что закончили битву, как столкнулись с новой проблемой. Клан Небесных Фениксов окружил племя глубинных питонов, и глава клана Хуантянь полон решимости захватить королеву Медузу. Но обо всем по порядку. Битвы Сяо Ченя и предка Башни Пилюль со своими противниками были невероятно зрелищными, как-то даже мало показалось. Сяо Чень удивил своей мощью, доказав, на что способен клан Сяо. С нетерпением ждем 3-го раунда, как Сяо Янь сразится с Хунь Мишенем. Это точно будет незабываемый бой, где каждый покажет свой максимум. Чем закончилась эта битва, мы подробно рассмотрели в видео. Сяо Янь стал настоящим героем и принес победу всему Альянсу. Обязательно посмотрите этот ролик, ведь вы многое упустили, если еще не видели. Ссылка на него будет в описании. Хотя глава Зала Душ выжил, как Сяо Янь не старался его убить, что же значит победа Сяо Яня в этой ситуации? Все эксперты Зала Душ ушли с позором. Поражение главы Зала превзошло ожидания многих людей. Зал Душ, фракция, которая повелевала на центральных равнинах в течение 1000 лет, наконец встретила того, кто дал им отпор. Альянс Небесного Дворца имел в общей сложности более 10 святых. Это число заставило всех понять, что Альянс не просто полагался на удачу. Это стало очевидным, когда все эти святые стояли позади их главы, Сяо Яня, который победил Хунь Мишена, святого 5 звезд. Этот шок был непостижим. Весь Альянс переживал дикую радость, при этом никто не забыл человека, который принес эту победу, Сяо Янь. Его имя стало сродни имени героя, и это длилось примерно полмесяца. Однако верхушка Альянса, их совет старейшин, были спокойны и осторожны. Эта победа принесла несоизмеримое количество преимуществ, однако они понимали, что столкнутся не с открытой враждебностью, а тайными схемами заговоров. В прошлом Зал Душ был чрезвычайно силен, и их поддерживали и боялись многие фракции. За ним стоит древний клан Хунь. Альянс Небесного Дворца поднялся лишь недавно. Им придется постепенно завоевать уважение всех центральных равнин. Кроме того, хотя Альянс победил Зал Душ, но Зал Душ все еще продолжал существовать. Почему, спросите вы? Ведь эта битва была не на уничтожение, а на роль повелителя центральных равнин. Произошла битва сильнейших 3 на 3, так что ни одна из сторон не понесла больших потерь, за исключением Хунь Мишена. Зал Душ не был уничтожен. Нет, не перестал он и функционировать. Он просто таинственно исчез с центральных равнин. Казалось, что их экспертов больше никто не видел. Как сообщил Яо Лао, почти все отделения и филиалы, о которых было известно, внезапно исчезли. Исчезли? Нахмурился Сяо Янь. По какой-то неизвестной причине он чувствовал, что действия Зала Душ были немного странными. Что-то не так. Сяо Янь знал, что Зал Душ выполняет важное задание клана Хунь. В то же время сила Альянса стремительно взлетела. Все могучие секты и отдельные эксперты захотели присоединиться. Прошло 3 месяца после того сражения. Сяо Янь проводил все время в тренировках. Он наконец смог поработать с Сяо Ии, что поглотило пламя пожирания пустоты. Кстати, тут его ждал неожиданный сюрприз. Мы это как-то рассмотрим. А далее начинается обширная и полная событий арка Небесных Фениксов и прорыва Королевы Медуз. Сяо Янь получил известие о нападении фениксов на племя 9 глубинных питонов. Яо Мин столкнулся с огромным кризисом. Небесные Фениксы мобилизовали все свои силы, возглавляя многочисленных святых, и в большом количестве прибыли на территорию клана 9 глубинных питонов, вступив в прямое сражение. Яо Мин и его люди не смогли им противостоять. Яо Мин был всего лишь 2-звездочным святым, в то время как глава фениксов Хуантянь был 5-звездочным, чья общая боевая мощь была даже немного выше, чем у главы Зала Душ, Хунь Мишена. Но несмотря на это,
Яо Мин был готов сражаться изо всех сил, чтобы защитить королеву Медузу, женщину Сяо Янь. Сяо Янь неожиданно получил послание от племени 9 безмятежных питонов, а именно от Яо Мина. Сяо Янь поразился и немного неуверенно взял свиток, после чего медленно открыл его. Нападение небесного демонического феникса. Необычная активность происходит в безмятежном источнике. Сяо Янь резко встал. Выражение его лица помрачнело, он сжал кулак. Цайлинь. Что происходит? Яо Лао поразился реакцией со стороны Сяо Яня, а затем сам взял свиток и, прочитав, нахмурился. Он прекрасно осознавал отношения между Сяо Янем и племенем 9 глубинных питонов. Кроме того, самое важное состояло в том, что Цайлинь все еще находится в безмятежном источнике. В письме говорилось, что необычная активность исходит со стороны источника, а значит, причина должна крыться в королеве Медузе. «Племя небесных фениксов, чего же они добиваются?» Задался вопросом Яо Лао и снова нахмурился. Сяо Янь постепенно приходил в себя. У него уже глубокая вражда с племенем небесных фениксов. В прошлый раз он захватил молодого главу и 2 святых в качестве заложников, чтобы помочь Цзиянь и драконам пустоты. Эта страховка не позволяла небесным фениксам совершать беспечные поступки. Хотя ему и удалось решить тогда проблему, но таким образом он сильно оскорбил другую сторону. Тем не менее, Сяо Янь не боялся этого. Его сила значительно возросла, и он совершенно не испытывал к ним страха. Однако он никак не мог понять, почему фениксы решили доставить проблем племени 9 безмятежных питонов. Да, Альянсу Небесного Дворца при нынешних силах уже можно было их практически не опасаться. И, кстати говоря, к этому времени у Альянса было уже 10 святых. Неплохо, правда? Не стоит впутывать Альянс в это дело. Племя небесных фениксов не совсем обычное племя. Альянс только недавно сумел стабилизировать свое состояние, и возникнут ненужные проблемы. Кроме того, Залдуш тайно следит за нами с совсем недобрыми намерениями. Сяо Янь четко высказал свое мнение. Я возьму с собой лишь Сяо Исянь и Цинлинь. «Втроем?» – нахмурился Яо Лао. Племя небесных фениксов сильно. Вдобавок они находятся на своей территории в зверином регионе. Хотя сила Сяо Яня возросла, но в одиночку туда соваться опасно даже для него. Яо Лао посоветовал взять с собой и Сяо Чэня, младшего брата Сяо Сюаня. Но Сяо Янь ответил: «Альянс еще не в полной безопасности. Основатель башни эликсиров себе на уме, и найти его сложно. Должен остаться эксперт с достаточной силой, чтобы в случае чего была поддержка. Если я уйду, вы сможете положиться только на Сяо Чэня». Сяо Янь не стал мешкать и решил уйти сразу же. Цайлинь слишком долго находится в своем уединении, и Сяо Янь уже начинает за нее волноваться. Он повернулся и, превратившись в луч света вместе с Сяо Исянь и Цинлинь, исчез. Никто не ожидал, что небесные фениксы решатся начать большую кампанию против безмятежных питонов. Они вывели большинство своих экспертов и направились прямо в штаб-квартиру. Кроме того, они даже окружили ее так, чтобы никто не сумел сбежать. Напряженная атмосфера обеспокоила жителей звериного региона. Все понимали, если 2 племени такого уровня начнут войну, то мелкими последствиями и локальными баталиями она не закончится, как в случае с другими небольшими племенами, потому что фениксы и питоны считались 2-м и 3-м по силе племенами соответственно. Вот почему несчетное количество зверей внимательно наблюдали за развитием событий и их противостояния. Глава небесных фениксов ворвался прямо на территорию племени 9 глубинных питонов. «Глава племени небесных фениксов выходит за рамки. Если мы не ответим, то нас обсмеют. В то же время, какое племя в будущем посмеет положиться на нас?» — сказал один из старейшин питонов. Племя небесных фениксов сильно их разозлило. «Старейшина Мо, тут все не так просто. Глава их племени лично направил сюда армию. Тот старик обладает силой святого 5 звезд высшего уровня. Кто среди нашего племени сумеет выстоять против него?» — ответил ему уже другой старик. А почему, собственно, вообще пришел Хуантянь? Как он сам сказал, целью их племени является девушка, что тренируется глубоко внизу безмятежного источника, то есть королева Медуза. Он потребовал ее через 3 дня. Яо Мин, естественно, никак не соглашался выдать Цайлинь. Через 3 дня глава небесных фениксов вернулся. «Яо Мин, 3 дня прошло. Ты
Решился отдать мне этого человека, или же начнется война?» Все старейшины испугались мощной ауры. Яо Мин помрачнел. Он поднялся в небо, перед ним махал огромными крыльями демонический феникс. На его спине стоял человек в фиолетово-золотой мантии. Его глаза сверкали золотым светом. «Глава Хуантянь, тот человек является женщиной всем известного Сяо Яня. Он не оставит все так просто, если ты посмеешь коснуться ее», — ответил Яо Мин. «Ха-ха-ха! Какая хорошая фраза! Не оставит все просто так!» Стал насмехаться над Яо Мином Хуантянь. «Сяо Янь захватил моего сына, угрожал моему племени, создал крылья из останков члена племени. Разве этого недостаточно, чтобы уже быть нашим врагом? Думаешь, меня заботит то, что он думает?» Яо Мин нахмурился. Кажется, этот старик решил захватить Цайлинь во что бы то ни стало. В небе стояли двое лидеров племен, сильнейших зверей континента, небесных фениксов и глубинных питонов. Хуантянь был сильнее Святой Пяти Звезд, в то время как Яо Мин на второй звезде. Глава Хуантянь равнодушно смотрел на Яо Мина. Атмосфера значительно накалялась. Однако выражение Яо Мина оставалось прежним. Он явно не намеревался отдавать Цайлинь. Как только последняя секунда прошла, в золотых глазах Хуантяня вспыхнул холодный блеск. «Раз у Сяо Яня есть смелость угрожать мне сыном, я сделаю то же самое с ним. Я захвачу его женщину, а уже потом решу, что делать дальше». Кажется, сегодня ничего не закончится мирно. Слова Хуантяня прогремели эхом. Пространство запульсировало, и он ринулся прямо вглубь штаб-квартиры питонов. Многие старейшины 9 безмятежных питонов рассвирепели, когда увидели его реакцию. Его поступок равнялся тому, будто он начинает вторжение. «Хуантянь, лучше не выходи за рамки, здесь территория моего племени!» Яо Мин вспыхнул и появился прямо перед Хуантянем и недовольно на него закричал. «Яо Мин, ты и Сяо Янь втайне объединились, чтобы совершить подлую атаку на моих людей. Я запомнил вашу выходку. Если ты посмеешь мне сегодня помешать, не вини меня за неуважение к твоему племени», — равнодушно ответил Хуантянь. «Я уже давно слышал, что глава Хуантянь невероятно силен, так позволь же мне, Яо Мину, испытать твою силу». Яо Мин похолодел. Прямо сейчас он постоянно думал о различии в уровнях силы между ним и Хуантянем. Но все же решился на этот пусть и неравный бой. Он направил в противника ладонь ужасающей силы. Однако Хуантянь просто дернул пальцем, выстреливая золотым пером, которое столкнулось с атакой Яо Мина. Золотое перо не только разрушило атаку, но и оставило после себя кровавый след на руке Яо Мина. После столкновения явно пострадал Яо Мин. Хуантянь появился перед Яо Мином как призрак, смотря на него своими золотыми глазами. «Мне не составит никакого труда убить тебя». Он махнул рукавом, а Яо Мин почувствовал, как огромная мощь силы понеслась в его сторону. Он врезался в гору, вызвав ее разрушение. «Глава племени!» Старейшины тут же отреагировали, когда Яо Мин потерпел поражение после первого же удара Хуантяня. Они разозлились. Хуантянь действовал коварно. Некоторые несдержанные старейшины тут же взлетели в небо с разъяренными лицами. Прежде чем они успели напасть, Хуантянь просто равнодушно махнул рукавом, вспыхнул ужасающий золотой свет, которым он с легкостью отбросил всех старейшин. «Кто еще? В следующий раз я не проявлю жалости». Хуантянь стоял в небе. Золотой свет сверкал вокруг его тела. Только он один мог там стоять. Все эксперты племени 9 глубинных питонов не могли приблизиться. Налицо демонстрация силы Святого Пяти Звезд. Яо Мин наконец смог выбраться из-под обломков, игнорируя следы крови. Он сжал оба кулака. «Образовать формацию». Все старейшины и как минимум сотни сильных экспертов взлетело в небо. Между ними осязалась загадочная связь. «Великая формация Змеиного плато!» Множество столбов света тут же вырвалось от их тел. Менее чем за минуту в воздухе образовалась формация 10 тысяч метров в диаметре. Ужасающее давление исходило от нее. Хуантянь
нахмурился. Естественно, он слышал о репутации этой формации. В прошлом их племя положилось на данную формацию, чтобы прикончить множество чрезвычайно могущественных экспертов. «Формация — это неплохо. К сожалению, вам не удастся достигнуть желаемого», — ответил Хуантянь. Яо Мин резко завершил несколько печатей, а из его тела выстрелил луч света и соединился с формацией, вызывая дрожь во всей горе. В ответку эксперты пламени небесных фениксов тут же образовали древнюю формацию небесного феникса. Вскоре в небе махал крыльями огромный феникс напротив гигантской змеи. Люди задержали дыхание, не ожидая, что обе стороны высвободят самые величественные охранные формации. Хуантянь равнодушно смотрел на гигантскую змею напротив себя. Он повернулся, обратился лучом света и понесся в сторону безмятежного источника, где находилась королева-медуза. Яо Мин взревел, когда увидел поступок Хуантяня. Гигантская змея атаковала, но Хуантянь не замедлился и полетел дальше. Огромный хвост формации змеи должен был его поразить, но огромное золотое крыло феникса воспрепятствовало этому. Ужасающая волна разлетелась в стороны после столкновения. Хуантянь исчез и появился уже над поверхностью безмятежного источника. Яо Мин разозлился, когда Хуантяню удалось пройти мимо них. Неужели у него получится добраться до Цайлинь вот так просто? Змей и Феникс вступили в противостояние. Пока Яо Мина и старейшин задерживали эксперты небесных фениксов, Хуантянь уже находился прямо над водоемом, смотря вниз. Поверхность источника уже покрылась слоем крепкого льда. «Женщина Сяо Яня поразительно способна тренироваться в подобном месте», — подумал Хуантянь. Некое удивление вспыхнуло в его глазах. И хотя его сила позволяла ему погрузиться в безмятежный источник, но он бы не посмел в нем тренироваться. Его глаза вспыхнули. Он вытянул руку и резко сжал ее в направлении безмятежного источника. Невероятно плотный слой льда треснул и разлетелся на кусочки. Вновь показалась поверхность воды. Хуантянь прищурился. С дна водоема он сумел почувствовать смутно осязаемое давление. «Выходи!» Хуантянь крикнул и вызвал ошеломляющую бурю. Яо Мин внутри себя ощущал невероятную ярость, однако сейчас он не мог совершить и шага в сторону. Про себя он лишь молился за Цайлинь. Если Хуантянь продолжит, то рано или поздно захватит королеву-медузу. «Брат Сяо Янь, боюсь, что не смогу выполнить обещание». Хуантянь вызвал водоворот, достающий до самого дна. В самом низу ему показалось, что он смог разглядеть силуэт женщины. Хуантянь снова вытянул руку, высвобождая силу притяжения. Однако только она должна была добраться до дна источника, как его рука дрогнула. Он резко поднял голову и увидел, как к нему несется человек на ошеломительной скорости, а за его спиной уже воплотилась иллюзорная фигура. Странный звук резко обрушился на него с неба. Ужасающая звуковая волна поразила его так, что Хуантянь отлетел назад, получив тяжелый удар духовной атаки, разрушив по пути несколько горных вершин. В тот же миг в небе прогремел ледяной голос. «Старый пес Хуантянь! Ты смерти ищешь?» Да, это был Сяо Янь. Как обычно, приходит он в самый последний момент, но при этом очень вовремя. Еще бы пара минут, и Хуантянь схватил королеву-медузу. Тут же последовало множество возгласов. «Сяо Янь, он наконец пришел! Видимо, нас ждет интересное представление. Сяо Янь необычный человек, даже глава Золотдуш проиграл!» Яо Мин также увидел Сяо Яня. Он прошелся взглядом по молодому парню и тут же обрадовался, узнав его. Если Сяо Янь успеет вовремя, то их племя наверняка избежит катастрофы. «Брат Сяо Янь!» Сяо Янь кивнул Яо Мину. Он посмотрел на безмятежный источник внизу, махнув рукавом, водные столбы тут же утихомирились и вернулись обратно в водоем. Глубокий водоворот тоже постепенно пропал. Закончив, Сяо Янь наконец повернулся и уставился пронзающим взглядом на Хуантяня. В его сердце вспыхнула жажда убийства. Величайшее табу в мире развития – прерывание тренировки эксперта. Если проявить беспечность, не только преимущества тренировки сойдут на нет, но и возникнет угроза жизни. Поступок Хуантяня предельно ясно обозначал, что его не заботила жизнь Цайлинь, а подобного Сяо Янь уже простить не мог.
В его сердце вспыхнула жажда убийства. «Так ты и есть тот самый Сяо Янь?» Хуантянь смотрел на парня своими золотыми глазами и медленно произнес: «Ты наконец-то пришел!» «Ты хотел выманить меня». Сяо Янь уже догадывался, что его истинная цель заключалась не в Цай Линь, а в нем. Но зачем? Неужели все дело в том, что Сяо Янь схватил его старейшин как заложников? Не совсем. Это лишь одна из причин, а также, что Сяо Янь владел крыльями Небесного Феникса. Хуантянь сразу же решил вступить в сражение с Сяо Янем. Яркий золотой свет вспыхнул за его спиной, пара громадных крыльев золотого цвета. Изначально Сяо Янь не намеревался бороться за жизнь с племенем Небесного Феникса, поэтому и не стал забирать жизни заложников. Он даже освободил их, когда ситуация с племенем древних драконов пустоты пришла в норму. Так он обозначил свои намерения. Однако, исходя из сложившейся ситуации, он понял, что его намерения оказались проигнорированы. Племя Небесных Фениксов расценило его поступок как слабость. Раз его доброту не приняли, ему придется воспользоваться самым жестоким методом. «Хорошо, убить без жалости. Небесные Фениксы и впрямь высокомерны», — высказался Сяо Янь. «Не думай, что возымел квалификацию для высокомерного поведения предо мной, только потому, что одолел главу Золодуш». Глава Хуантянь появился перед Сяо Янем, как будто телепортировался, а затем нанес удар кулаком. Вспыхнул золотой свет, превратившись в когти золотого цвета. Ужасающая скорость Хуантяня не позволила Сяо Яню уклониться. Он выставил в ответ громадную энергетическую ладонь. Розовое пламя горело на ней, излучая силу. Ладонь и коготь громко столкнулись. Неистовая энергия разлетелась во все стороны. Сяо Янь вынужденно попятился на пару шагов назад. Хуантянь был святым 5 звезд высшего уровня. Кроме того, его настоящая форма представляла из себя Небесного Феникса. В лобовом столкновении будет нелегко. Сяо Янь после поглощения очищающего пламени тоже достиг 5 звезды, поэтому Хуантянь не выглядел лучше, ведь его рука пострадала от розового пламени. «И правда достойна репутации очищающего пламени демонического лотоса». Сяо Янь также явил свои костяные крылья. Скорость Хуантяня оказалась слишком страшной, поэтому Сяо Янь показал свой козырь. «Намерился соревноваться со мной в скорости?» — рассмеялся Хуантянь. Он махнул крыльями и устремился к Сяо Яню на невидимой глазу скорости. Кулак парня столкнулся с кулаком Хуантяня, однако он прошел насквозь, это было остаточное изображение. Сяо Янь слегка нахмурился. Из ниоткуда на него обрушился мощный удар главы фениксов. Это лучшая техника скорости, шаги демонического феникса. Вокруг Сяо Яня появилось множество остаточных изображений. Череда воздушных кулаков понеслась к нему. Сила этих ударов разрушала пространство прямо в полете. «Какая ошеломительная скорость!» Племя Небесных Фениксов специализируется на скорости. Даже Святой 6 звезд не сумеет с ней справиться. Сяо Яню попался сложный противник. Множество людей качало головами, наблюдая за развитием событий. Яо Мин переживал. Сяо Янь действительно попал в невыгодное для него положение. Но он сумел уклониться. Хуантянь мог считаться быстрейшим противником за всю его жизнь. Он был вынужден признать, что в скорости он ему не соперник. Сяо Яня и вправду застали врасплох, ошеломительной скоростью врага. Тени кулаков, может, и казались иллюзией, но как только они достигали его тела, то становились настоящими. К счастью, боевой опыт Сяо Яня был очень насыщен, поэтому он быстро уклонился и сфокусировался на уклонении и наблюдении. Сяо Янь просто закрыл глаза. Его духовная сила пронизывала все пространство, а далее активировал тату клана. Его аура резко возросла до промежуточного уровня Святого 5 звезд. Он атаковал пламенем, и перед Сяо Янем появился полностью пораженный Хуантянь, ведь Сяо Янь на самом деле умудрился разглядеть его через технику передвижения. Палец концентрированного пламени. Эта атака Сяо Яня оказалась настолько острой, что оказалась способной пройти сквозь защиту Доу Ци Хуантяня и поразить его кости. Свирепый рев главы фениксов последовал вместе с громким взрывом. Он все-таки получил некий урон.
Все увидели силуэт Хуантяня. Теперь он не был таким же спокойным, как и раньше. Большая часть его одежды сгорела, а вся рука выглядела угольно-черной. На его ладони виднелась кровавая дыра. Если бы не реакция Хуантяня, его рука оказалась бы полностью искалечена. Жаль. Грустно покачал головой Сяо Янь. Ему удалось найти возможность для атаки, но он не сумел нанести серьезного вреда. Он и вправду обладает способностями, достойными главы племени Небесных Фениксов. Сяо Янь полагался на силу очищающего пламени лотоса, но сумел лишь причинить Хуантяню небольшую рану. А вот теперь Хуантянь разозлился. Хорошо, отлично, ты и вправду достоин противника, способного одолеть главу Золодуш. Я недооценил тебя. В сердце Сяо Яня вспыхнула опаска. Он ощущал, как могучая Дао Ци дрожала внутри тела Хуантяня. Кажется, теперь глава племени по-настоящему покажет, на что он способен. Хуантянь вдруг заревел, а его тело начало трансформироваться. Вскоре в небе появился демонический феникс размером в несколько тысяч метров. Волны страшного давления властно изливались из его тела, вызывая страх у большинства экспертов. Хуантянь принял свою изначальную форму. Яо Мин изумленно наблюдал за ходом боя. После превращения сила Хуантяня значительно возросла на 3 уровня. Ситуация у Сяо Яня складывалась не в лучшую сторону. Настоящая форма Хуантяня идеальна, даже если он получит удар от Святого 4 звезд. Его крылья напоминали металл. Добавить еще его ужасающую скорость, и он стал настоящей машиной убийства. Теперь бой будет проблемным. Тот переместился, как будто пересек пространство, а ближняя гора разлетелась на ошметки. Даже тело могучего святого превратится в кровавые ошметки, если это существо поразит его. Сяо Янь стремительно завершил несколько печатей, призывая огромную иллюзорную фигуру. Идеальная небесная стадия души – злейший враг для эксперта его происхождения. Получив удар духовной звуковой волной, скорость Хуантяня замедлилась. Несколько металлических перьев сломалось, а его душа пострадала от сильной боли. Глаза Хуантяня налились кровью, когда его снова поразила духовная волна. Терпя сильную боль в душе, он махнул своими крыльями, несясь прямо на парня. Если ему удастся поразить его, он точно сдохнет. Рискуя всем, Феникс устремился вперед. Понятно, что он единственным ударом решил прикончить Сяо Яня. Сяо Янь не мог сейчас отступить. Хуантянь быстрее его, а попытка увернуться не принесет ничего хорошего. Тогда он, скорее всего, получит серьезные повреждения. Он снова завершил печати, и за его спиной вновь оказалась иллюзорная фигура. Однако теперь их было 3. 3 духовных удара жестоко поразили Хуантяня, одна за другой, разрушая его золотые перья. Даже при учете сил Хуантяня, получив 4 последовательных удара божественной ярости желтого источника, его душа сильно задрожала. Пронзительная боль пылала по всему его телу. Теперь он даже не мог найти силы, чтобы махнуть крыльями. Какая страшная духовная звуковая волна! Пронзительная боль терзала его душу. Его разум даже слегка размывался, но из последних сил он махнул крылом и появился возле Сяо Яня. Дело плохо. Выражение Яо Мина изменилось. Сяо Янь смотрел на Хуантяня, который готовился в следующий миг столкнуться с ним. Он не уклонялся, а просто поднял голову. Красочный лотос 6 цветов появился перед ним. В атмосферу вырвалась аура, способная уничтожить целый мир. Казалось бы, все. Либо Сяо Янь получает мощный смертельный удар от Хуантяня, либо в ответ атакует лотосом уничтожения, при этом также не избежав ранений. Но не будем забывать про королеву Медузу, что совершенствовалась в безмятежном источнике. Когда Сяо Янь уже приготовился бросить пламенный лотос, со стороны безмятежного источника последовал взрыв. Столб света, сверкающий 9 различными цветами, выстрелил в небо прямо посреди воздушного пространства между Сяо Янем и Хуантянем. Это стало знаком того, что Цай Линь выходит из своего уединения. Внезапное событие ошеломило всех экспертов. Очевидно, что они не понимали, откуда взялся этот свет. Это давление.
Яомин и старейшины племени 9 глубинных питонов уставились на световой столб с шоком и недоумением в глазах. Они ощущали давление, которое происходило от их родословных и душ. Хуантянь не смог остановиться вовремя, поэтому яростно столкнулся прямо с этим световым столбом. Громкий, ошеломительный шум загремел на всю округу, и небо, и земля как будто бы задрожали от того столкновения. Послышался хруст. После сильнейшего столкновения в структуре столба начали одна за одной появляться трещины, и спустя несколько секунд он разлетелся на мелкие кусочки. А следом огромный змеиный хвост девятицветной расцветки вырвался на волю и крепко обернулся вокруг Хуантяня. Взору раскрылся огромный девятицветный питон, что по размеру превосходил даже нынешние габариты феникса Хуантяня. «Это же семицветный питон, поглотивший небеса!» Старейшины питонов ошеломленно уставились на красочного питона. Чешуя змеи сверкала и переливалась 9 различными цветами, и это выглядело невероятно красиво. Из тела распространялось властное давление, которое с легкостью могло бы расщепить целый горный хребет. «Это не семицветный питон, это легендарный девятицветный питон, поглощающий небеса!» Целая буря эмоций гремела внутри сердца Яомина. Девятицветный питон являлся божественным созданием, которое упоминалось лишь в древних легендах. С определенной точки зрения подобная сущность даже превосходила их змеиного прародителя, древнего небесного питона. Его родословная была выше, и, учитывая их ограниченное число особей, репутация девятицветного питона не уступала древнему небесному питону. Даже в древние времена девятицветный питон, поглощающий небеса, появлялся очень редко. Кроме того, каждое такое явление вызывало переполох среди змеиной расы. Яомин никогда не воображал, что сможет лично увидеть божественного зверя, существовавшего исключительно в легендах. И давление родословной происходило именно поэтому. Так вот, кто такая Цайлинь. Неудивительно, что Сяо Янь позволил ей тренироваться в безмятежном источнике. Наконец догадался Яомин, найдя неожиданный ответ о причине такого, казалось бы, необдуманного поступка позволить Цайлинь практиковаться в одиночестве. Девятицветный питон, поглощающий небеса. Как такое возможно? Как может еще хоть единый девятицветный питон существовать на континенте? Хуантянь был крепко опутан хвостом питона. Он смотрел на легендарного питона перед собой, едва сдерживая его ледяной взгляд. А внутри полыхал настоящий дикий шок, который Хуантянь никогда ранее не испытывал так остро. Огромный питон перед ним в своем могуществе был сопоставим с древним небесным фениксом. Но почему? Почему он все еще существует в этом мире? Питон своим ледяным взором буквально пронзал Хуантяня. Постепенно хвост начал все крепче сжимать феникса, а страшная сила ломала металлические перья по всему его телу. От костей постоянно слышался треск. «Проклятие!» Шок и ярость вспыхнуло в глазах Хуантяня. Он пронзительно закричал. Все его перья встали дыбом и, как острые клинки, неистово начали пронзать змеиную плоть. Глаза питона вспыхнули, а из его тела вырвалось несколько десятков семицветных чешуек, что преобразовались в десятки огромных семицветных питонов, поглощающих небеса. Затем они схватились хвостами друг за друга, образуя сеть, и в итоге десятки питонов зашипели в небе. Мы помним из прошлых роликов, что королева Медуза получила древнее наследство и души семицветных питонов. Сила, давление из такого числа могущественных змей просто поражало. Хуантянь находился в самом центре этой страшной мощи. Волна страха и паники сотней острых иголок пронзала его. Недолго думая, он резко начал менять свою форму на человеческую, что позволило ему суметь вырваться из пространства, опечатанного сетью питонов. Фантастическая скорость стала его спасительной соломинкой, позволившей выскользнуть из смертельного капкана Цайлинь. Но как только свобода стала обретать форму спасительного триумфа в борьбе за собственную жизнь, огромная тень беззвучно и неумолимо заслонила небеса. Змеиный хвост жестоко обрушился на него сверху, образовав глубокую яму. После такого удара Хуантяня вырвало кровью. Страшная сила поразила его настолько, что казалось, будто все органы сместились со своих мест.
Удар хвоста отправил его в полет, как пушечное ядро. Он столкнулся с горой, но проткнул ее насквозь, а затем прочертил на земле след на 1000 метров. Все эксперты испытали более осязаемый страх по отношению к девятицветному питону. Даже Святой Пяти Звезд получил такой урон. В это же время огромный девятицветный питон начал скручиваться. Следом его чешуя засверкала ослепительным светом, а тело начало уменьшаться. Божественное существо превратилось в красивую женщину. Она указала на десятки семицветных питонов и поманила их к себе. Змеи просвистели, обратились бликами света и скрылись внутри ее тела. Яо Мин и другие эксперты сумели понять, что все они состояли не из энергии, а являлись натуральными душами семицветных питонов, поглощающих небеса. А что же сама королева Медуза? Ее культивация в безмятежном источнике завершилась успешно. Лицо выражало ледяное равнодушие к окружению, словно она королева и смотрит на насекомых. Любой, кто встречался с ее взглядом, ощущал, как на сердце опускалась тяжесть. Некоторые из людей со слабым самоконтролем покраснели, так как Доуци в их телах погрузилась в хаос. Дьявольская красавица лишь взглядом обвела всех вокруг и остановила свой взор в одной единственной точке посреди неба. Да, там находился Сяо Янь. Его лицо озаряла теплая улыбка, а в глазах плескалась радость. Когда их глаза встретились, Цайлинь улыбнулась в ответ. Словно расцветающий пион, она отвечала теплом взгляда. Ее невероятная сила ошеломляла. Как она запустила Хуантяня, даже Сяо Янь удивился. Вот таким образом Цайлинь вмешалась и спасла Сяо Яня, как в былые времена, когда она была сильнее его. И теперь неужели королева Медузы снова сильнейшая? Сяо Янь в легком замешательстве смотрел на ослепительную Цайлинь. Он тихо усмехнулся. «Ты закончила уединение?» «Да». Цайлинь улыбнулась и внимательно прошлась взглядом по Сяо Яню. Она слегка удивленно спросила в ответ. «Твоя сила вновь значительно выросла?» Сяо Янь развел руки в стороны, смотря на королеву Медузу несколько сложным взглядом. Судя по манере появления Цайлинь, ее сила претерпела поразительные перемены за время уединения. Он просто не знал, что и сказать. Он тоже погружался на дно источника, но ничего необычного не обнаружил. Подобное благословление вызвало у него легкую зависть. «Точно ли сильнее?» Цайлинь медленной походкой направилась к нему. Ее глаза вспыхнули. Она подняла свой палец и надавила Сяо Яню на грудь. На ее пальце проглядывалось девятицветное свечение, сопровождаясь излучением таинственной энергии. Сяо Янь невольно вздрогнул, недавно увидев демонстрацию ее силы. Розовое пламя вспыхнуло перед ним, а палец Цайлинь с опаской остановился снаружи пламени. Она посмотрела на Сяо Яня и грустно ответила: «Я полагала, что смогу превзойти тебя после завершения своего уединения. Эх, немного не хватило». Даже сейчас она все еще помнила то чувство, когда была сильнее Сяо Яня. Однако ее сильная натура испытывала легкое разочарование по поводу того, что больше она не сможет им наслаждаться перед Сяо Янем. Что ж, Сяо Янь тоже беспомощно вздохнул. Цайлинь, кажется, снова стала похожа на королеву Медузу, которую довольно-таки трудно приручить. Она выглядела холодной и чарующей. «Ладно, хватит ходить вокруг да около. Какой у тебя теперь уровень силы?» Сяо Янь вскоре стал серьезным и задал важный вопрос, поняв, что при помощи своего духовного восприятия не способен определить текущий уровень развития Цайлинь. Не по причине того, что она превосходила его, а больше по той причине, что ее аура стала таинственной, а он действительно не мог прочувствовать ее, несмотря на свое мощное духовное видение. «Что же?» — ответила Цайлинь. «Полагаю, уровень святого 4 звезд». Честно ответила Цайлинь, услышав серьезность в тоне парня. Независимо от своего могущества или как бы властно она не вела себя на публике, она показывала теплоту и послушание перед своим мужчиной. Так вот, королева Медуза — святая 4 звезд. А? Неплохо? Она не просто перепрыгнула ранг мнимого святого, но и достигла 4 звезды. Как по мне, так это отличный прогресс. Кажется, ту атаку не мог совершить святой 4 звезд. Сяо Янь слегка удивился. Та сеть змей и множество семицветных питонов Цайлинь вынудили даже такого могучего эксперта, как Хуантянь, сбежать.
Простой святой 4 звезд не способен на подобное. И это было действительно так. Я заимствовала внешнюю силу. Цайлинь, само собой, не стала ничего скрывать от Сяояня, и она все рассказала, что с ней произошло на дне безмятежного источника. Так вот в чем причина. Сяоянь пришел к внезапному осознанию после краткого объяснения. «Проблемы будут?» — задал вопрос Сяоянь, коснувшись одного из змеиных символов. Хотя предки существуют в форме фрагментов душ, но душ неполных. С определенной точки зрения я могу их контролировать. Немного подумав, ответила Цайлинь. Сяоянь расслабился и успокоил ее. Все в порядке. Если у нас появится в будущем возможность, мы посмотрим, удастся ли нам их восстановить. Но самое важное сейчас разобраться с возникшей проблемой. Произнес Сяоянь и повернулся в сторону руин. В том месте на земле находился печально выглядящий человек. Цайлинь слегка кивнула и тоже повернулась к противнику. Теплая улыбка исчезла с ее лица. Осталось только ледяное выражение и жажда убийства. Хуантянь сильно кашлял и вытирал следы крови со своих губ. Он злобно смотрел на Сяояня и Цайлиня, в его сердце горела паника. Он не боялся одного Сяояня, но на его стороне появился помощник, который серьезно ранил его. Даже он ощутил сильное давление от их пары. Если бы я знал, что его женщина — девятицветный питон, поглотивший небеса, я бы не вмешивался. Беда. Размышлял про себя Хуантянь. Он испытывал сожаление. Первоначально он не думал, что возникнет столько проблем. Эксперты пламени небесных фениксов переглядывались друг с другом, но никто не смел и рта раскрыть. Даже могучий Хуантянь оказался избит. И их недавняя гордость оказалась сокрушена усилиями Сяояня и Цайлинь. Наконец Сяоянь усмехнулся и нарушил тишину. Глава Хуантянь, вы планируете попытаться захватить свою цель? Выражение лица Хуантяня передернулось. Ответил он хриплым голосом. Сяоянь, в этот раз я проиграл. После признания поражения Хуантянем в окружении возник переполох. Никто не ожидал, что глава племени небесных фениксов лично его признает. Вы же не думаете, что все вот так и закончится, если вы признаете поражение, не так ли? Немного презрительно высказался Сяоянь. Если бы он чуточку опоздал, то Цайлинь не сумела бы завершить свою тренировку. Мог ли он простить ему такое? «Может, нам убить его?» — тихо спросила Цайлинь. Ее тон просто излучал жажду убийства. Сяоянь посмотрел на нее. На поверхности тела Цайлинь тускло засверкало девятицветное свечение. Яо Мин открыл было рот, увидев их готовность. Однако он остановил себя и не стал ничего говорить. С определенной точки зрения Сяоянь не принесет себе ничего хорошего, если убьет Хуантяня. В то же время племя небесных фениксов без сомнения начнут яростно мстить. Столкнувшись с одним из 3 великих племен волшебных зверей, даже альянс Небесного Дворца столкнется с головной болью. Если же еще и зал душ вмешается, то сможет создать катастрофу для всего их альянса. Хуантянь был серьезно ранен, а с появлением Цайлинь, учитывая его нынешнее состояние, он точно погибнет, если начнет сражение с ними двумя. У него был лишь один козырь. Он передал Сяояню важную информацию, зачем он вообще напал на пламя 9 глубинных питонов и пытался схватить королеву Медузу. На самом деле цель была иной и заключалась в договоре с драконами. Сведения, что могли спасти либо погубить друга Сяояня. Он сказал: «Сяоянь, я передам тебе некоторые новости. Возможно, ты больше не захочешь здесь оставаться, если услышишь их». Сяоянь спокойно ответил: «Хорошо, я не стану тебя убивать. Почему бы тебе не сообщить эту информацию?» И Хуантянь начал рассказывать. Вся причина того, что он начал эту крупную операцию и привлек Сяояня именно сейчас, а не раньше или позже, связаны с племенем древнего дракона пустоты Цзиянь. Выражение Сяояня стало суровым. Он пристально смотрел на Хуантяня. Тот продолжил: «Кажется, твои отношения с новым императором драконов весьма хороши, верно? Если бы я был на твоем месте, то немедленно поспешил в пространство пустоты, иначе, боюсь, тебе останется лишь забрать ее труп», — сказал Хуантянь и продолжил:
Та молодая девушка и вправду не знает своих пределов. Она что, и вправду думала, что объединить племя будет так просто? Сяо Янь выглядел озадаченным. Он поднял ладонь, но печать дракона выглядела на ней очень тусклой. Его руки похолодели. Цзиянь была в опасности. Другими словами, Хуантянь, глава фениксов, заключил соглашение с Северным королем, чтобы отсрочить прибытие Сяо Яня в пустотное царство и дать королю время убить Цзиянь и захватить племя. Какое коварство! Миссия Хуантяня на самом деле была не схватить королеву Медузу или отомстить за своих старейшин, что были взяты в плен. Нет, он должен был играть жизнью Цайлинь, чтобы выманить Сяо Яня и задержать его максимальное время. Северный король драконов предполагал, что Сяо Янь может прийти на выручку Цзиянь, потому таким образом подстраховался. Сяо Янь был в шоке, узнав все это. Он мрачно сказал ему: «Хуантянь, я запомню это. Если с Цзиянь что-то случится, я заставлю все твое племя отплатить за это жизнями. Идем». Ничего не объясняя, Сяо Янь рассек ладонью пространство. Больше он ничего не говорил и сразу вошел в расщелину. Цайлинь слегка нахмурилась, но последовала за ним. Только холодная улыбка появилась на лице Хуантяня после ухода Сяо Яня, и Цайлинь, как ледяной голос, испещренный жаждой убийства, заставил его измениться в выражении. Он действительно боялся их двоих и не стал бы более ничего делать против. За его поступок действительно стоит убить, но что его ждет в будущем? Финал фениксов? Хуантянь был тяжело ранен совместными усилиями Сяо Яня и королевы Медузы, это первое. В результате авторитет клана и его репутация значительно пострадали после поражения Хуантяня. Клан был постепенно маргинализирован из-за того, что нажил слишком много врагов. Но, как многие ожидают, Сяо Янь не стал его уничтожать, например, как павильон ветра и молний. Когда Сяо Янь стал намного сильнее, вплоть до Доу Ди, он не стал истреблять клан Небесных Фениксов полностью. В отличие от клана Драконов Пустоты, который процветал и был союзником Альянса, и клана 9 Глубинных Питонов, который выжил благодаря союзу с Сяо Янем, клан Небесных Фениксов постепенно утратил свое влияние. Он более не считался вторым в мире волшебных зверей. Таким образом, Хуантянь не умер, но был тяжело ранен, и его клан утратил былое могущество. Вот что значит связываться с Сяо Янем, точнее, становиться его врагом. Как вы думаете, этого достаточно? Как по мне, еще легко Хуантянь отделался. Итак, Яо Мин и все остальные смотрели, как Сяо Янь и Цайлинь исчезли за разрывом в пространстве. Они были поражены, так как не понимали, почему они вдруг так резко ушли. Хуантянь также не желал более здесь оставаться. Издав холодный приказ, он полетел к горизонту. Эксперты племени Небесных Фениксов поспешили за ним. Они выглядели немного более расслабленными. Все они ясно понимали, что если бы Сяо Янь и Цайлинь не ушли, то наверняка их племя просто так не отделалось. Эксперты племени 9 Безмятежных Питонов не стали им мешать. Они просто начали восстанавливать местность от беспорядка, вызванного боем. Два ярких луча на высокой скорости неслись через тихое пространство. Мрачный Сяо Янь летел на высокой скорости. С тех пор, как им удалось одолеть 3 королей драконов, ситуация в племени древнего дракона Пустоты должна была постепенно приходить в норму под влиянием Восточного острова драконов. Они вполне могли завершить объединение. Конечно же, 3 великих королей наверняка были против подобного, но явно не в состоянии что-то делать после того сражения. Печать дракона становилась все слабее. Цзиянь кажется в очень плохом состоянии. Черт побери, что же там у них произошло? Сяо Янь сильно сжал кулаки и подавил хлынувшую ярость. Цайлинь лишь беспомощно покачала головой, заметив эмоции Сяо Яня. Кровавый свет вспыхнул в определенной области посреди пустотного пространства. Запах крови можно было ощутить на расстоянии даже больше, чем 10 километров. А источником того запаха выступал большой парящий остров. Он был окрашен алым цветом, как будто целый остров был пропитан свежей кровью. Высоко в небе, над островом, собралось множество людей. Они окружили его, не позволяя никому пройти. Но каждый из них выглядел мрачно и испуганно. Да, Сяо Янь успел прибыть, чтобы помочь Цзиянь. К счастью, глава Небесных Фениксов не смог задержать его слишком надолго, иначе ему бы не поздоровилось позже.
Напишите в комментариях, что вы думаете о таком исходе вражды с небесными фениксами. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.